Всем привет! Вчера со мной произошла не очень приятная история. Я вечером возвращался домой, шел по Москве. Не нарушал никакие правила, не переходил дорогу в неположенном месте, не распивал там алкогольные напитки, не курил. В общем, просто шел домой, и мне позвонили на телефон. Мне позвонили с телеканала РБК и попросили выйти в эфир, рассказать. Там вопрос был про урбанистику, про города. Совершенно там какая-то незначительная история. Ну, я согласился, я вышел в эфир по Вайберу, включил телефон, включил камеру, шел по улице, и редактор попросил меня на секунду остановиться, чтобы картинка там на фоне не менялась. Я остановился на тротуаре и разговаривал с журналистами. Прошло буквально несколько минут, и у меня за спиной появились сотрудники в форме. Как потом я уже понял, что это были сотрудники ФСБ. Они попросили меня прямо в прямом эфире выключить телефон. Да, я извиняюсь. Просто здесь единственный фонарь был на улице, мне нужно было... После того, как я телефон выключил, они просили его убрать и больше его не трогать и пройти с ними. Мы прошли в какое-то здание, там не было вывесок, меня завели в подъезд, и я слышал только, что по рации одному из сотрудников кто-то говорил: заводи его и там забирай документы, что-то такое. У меня забрали паспорт, оставили меня в предбаннике. Что это за здание было непонятно, но это явно было какое-то здание спецслужб, потому что на стенах висели плакаты, предупреждающие об опасности использования личных телефонов, ноутбуков, что их нельзя проносить в здание, что ведется какой-то там радиоконтроль, еще что-то. Ну, плюс вход был такой, двери с шлюзом, что нельзя сразу войти, серьезная охрана и много людей в синей форме. Я, если честно, не очень могу отличать сотрудников ФСО от сотрудников ФСБ, но поскольку это Лубянка, и там весь квартал принадлежит им, то есть кто-то из этих ребят это был. Никто не представился, никто не предъявил мне никаких обвинений, не объяснили, что я такое нарушил. И мне сказали, это просто банальная проверка документов, что займет буквально 5 минут. И я подумал, что, наверное, это из-за того, что я остановился, может быть, вызвал у них подозрение, может быть, они подумали, что я что-то фотографирую, тем более обстановка у нас в стране неспокойная. Он звонил, но любые мои попытки просто даже протянуть руку в карман, они пресекались одним из сотрудников, который грозным голосом говорил мне: не усугубляйте свое положение. А что мне за положение, я не понимал, потому что мне не было предъявлено никаких обвинений. Мне просто сказали, что я задержан до выяснения обстоятельств. Какие обстоятельства, какое положение, я ничего не знал, со мной никто не разговаривал, я находился в полном неведении. Прошло больше 5 минут, 10 минут, 20 минут, у меня не было часов, чтобы посмотреть, но я примерно так ориентировался. Когда прошло минут 40, я уже спросил человека, который меня охранял, а там несколько человек меня охраняло, что все-таки происходит, потому что, казалось бы, там, за полчаса уже можно 100 раз было проверить документы, на что сотрудник, так улыбнувшись, сказал: если вы здесь находитесь больше получаса, я бы на вашем месте начинал волноваться. Зачем волноваться честному человеку, который не нарушал никакие правила? На что сотрудник, меня задерживающий, объяснил, что волноваться стоит всем, потому что это вы думаете, что вы ничего не нарушали, а у нас здесь разберутся. И меня задержали примерно без 20, по-моему, 8, и находился я там чуть ли не до 9 часов. Время идет, непонятно, что происходит, и, казалось бы, пробить документы можно было 100 раз. Тем более, я публичный человек, про меня все известно. Если вбить мою фамилию, видно, там, кто я такой. Я дал им паспорт, я там ни от кого не скрываюсь, вся там моя биография, все мои действия, вообще все публично, и можно было довольно быстро разобраться, что я не какой-то там шпион. Спустя какое-то время сотрудники, которые меня удерживали, попросили меня собрать вещи и проследовать за ними. Мы пошли на Лубянку, где в арке стояло 2 полицейские машины. Полицейские машины, которые приехали, и мой паспорт был уже у сотрудников полиции, которые приехали, видимо, по вызову вот этих ФСБшников. Я, естественно, попросил их представиться, попросил назвать причину моего задержания, причину интереса ко мне. Но сотрудники полиции отказались это сделать. Никто
никто не представился. Ни один сотрудник, там стояло 10 человек вокруг меня, ни один сотрудник не представлялся. Они нарушили вообще все возможные нормы, которые можно нарушить. Они досматривали мои вещи без моего разрешения, без понятых, без составления там протокола. Они удерживали меня, они запрещали мне пользоваться телефоном, они куда-то меня везли, перевозили, не предъявляя никаких обвинений, ничего. Да? Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Каких обстоятельств? Там, и любые мои попытки качать права, они натыкались на «не усугубляйте свое положение». Уже в машине сотрудники полиции, которые меня конвоировали в отделение, они с удивлением спросили: а вообще кто вы такой, что вы натворили, потому что нас вызвали как вообще там на особо опасное задержание. У нас было какое-то совещание, нас сорвали вообще с этого совещания и срочно вызвали как на пожар. Я говорю: я сам не знаю. Думал, вы знаете, вам же должны были какие-то передать дело. Сказали: ну, там разберутся. Где надо, там разберутся. В итоге меня привезли в УВД по Мещанскому району, где первым делом, конечно, что я сделал, это я взял телефон, потому что там уже все было проще, и написал о том, что меня задержали сотрудники ФСО. Я думал, это сотрудники ФСО. Но потом мне там объяснили, что это все-таки было ФСБ. Написал об этом в Твиттер, это уже дальше подхватили СМИ. И это на самом деле очень важно, потому что вам может казаться, что это ерунда, вам может казаться, что это просто проверка документов, что это вот какое-то недоразумение, сейчас разберутся. Но запомните, друзья, первое, что вы должны сделать, это сообщить о том, что вас задержали. Родственникам, друзьям, в идеале адвокату, правозащитнику. У вас всегда должны быть телефоны, по которым вы можете позвонить. Я не знаю, передайте там через прохожего, чтобы он кому-то сообщил, если у вас отняли телефон. Вам надо любыми средствами сообщить своим друзьям, родственникам, знаете, что вас задержали. Потому что пока у вас нет адвоката, пока никто не знает, что вы задержаны, с вами могут делать все, что угодно. И когда этой истории придается гласность, вероятность беспредела, она в любом случае снижается. Как только в ОВД, в котором меня задержали, начали звонить журналисты, сразу все СМИ вышли, начали звонить мне. Сразу вышел начальник отделения, он меня позвал к себе в кабинет. И ему начало звонить его начальство. И я просто видел, то есть пока мы там сидели, там за несколько минут ему там поступили звонки, и все по поводу меня. То есть ему звонил его начальство, ему звонили его друзья, и что случилось вообще, почему вот история. И сразу поменялось отношение, сразу все вежливо, хорошо, пожалуйста, пройдемте туда, извините. И совершенно начала другая картина происходить. Дальше они попытались взять с меня объяснение, но я сразу сказал, что я отказываюсь без адвоката с ними разговаривать, я не буду давать никакие объяснения. Я взял 51-ю статью Конституции. Я напоминаю вам, обязательно посмотрите ролик. Я его делал, это очень важный ролик, который может спасти вас в ситуации неприятной, в которой каждый может оказаться. Никогда не разговаривайте с полицией. Вы имеете право отказываться от любых показаний, объяснений, от всего остального. Просто пишите, что в соответствии с 51-й статьей Конституции я отказываюсь давать там объяснения. Даже на любой бумаге, которую вам будут давать для объяснения еще для чего-то, там стоит галочка: с 51 статьей Конституции ознакомлен, вы должны там расписаться. Вот. Не ставьте подпись, не понимая, под чем вы ее ставите. 51 статья Конституции дает вам право не давать против себя и своих родственников никаких объяснений, показаний, ничего. Любое слово, которое вы скажете, любая фраза, любая там шутка и вообще, что бы то ни было, она может быть использована против вас. У этих людей, какими бы они хорошими, порядочными, честными не было, у них нету цели вас защитить. Они не на вашей стороне. У вас должен быть адвокат, у вас должно быть понимание ваших прав. И, пожалуйста, лучше провести дольше времени, но потом выйти на свободу с чистой совестью, чем наговорить лишнего, что потом будет против вас использовано. В итоге, после того, как начался шум, после того, как все СМИ вышли с этой новостью, меня извинились, мне сразу вернули паспорт, меня отпустили из ОВД. Что я думаю по поводу этой истории? С одной стороны, она может вам показаться, ну, какая-то ерунда произошла, с каждым может случиться, наверное, ты там что-то не туда встал, наверное, они там что-то заподозрили. У меня по этой истории есть один главный вопрос, на который я не нахожу ответ. В моем понимании сотрудники ФСБ это профессионалы высокого уровня. На мой взгляд, профессиональные люди, работающие
вообще в спецслужбах наших, они должны делать это как-то быстро и эффективно. 2 часа моей жизни они забрали, мне не жалко, да, но тем не менее меня не перестает преследует это вот чувство какого-то бардака, который там у них творится, и вот история со мной это лишний тому пример. Ну и страшно то, что любой из вас может оказаться в этой ситуации, и я не знаю, как развивались бы события, не будь я публичным человеком, то есть не напиши про это сразу все основные СМИ, не начни журналисты обрывать телефон этого несчастного УВД и звонить начальнику. То есть, что было бы, если бы это на моем месте был бы простой человек, если бы это были вы, если бы вышли по улице, если бы вы говорили по телефону, если бы к вам подошло бы 3 сотрудника ФСБ и вас забрали в непонятное здание, вам запретили бы пользоваться телефоном, нарушили бы ваши права, потому что не имеют права вас обыскивать вот так вот без вашего согласия, не имеют права вам запрещать общаться там по телефону, не предъявляя обвинений. Я ощущал вот это свое полное бесправие перед этими людьми, да, что когда тебе говорят, садись в машину, и ты понимаешь, что они не имеют права так делать, да, что они должны там, тебе как минимум представиться, они должны объяснить тебе, у них должны быть основания для этого, а у них ничего нету. Но ты не можешь им ничего сделать, потому что вокруг тебя стоят 10 людей в форме, и ты один, и ты им ничего не можешь сказать. И они могут сделать все, что угодно. Они могут применить тебе физическую силу, они могут сказать, что ты террорист, начать, как было массу случаев, да, недавних, когда люди жаловались на пытки при задержании, особенно сотрудниками ФСБ. Они могут делать все, что угодно. У вас нет никаких прав, у вас нет возможности защититься, у вас нет возможности сказать слово против, и это страшно. Это страшно, когда ты простой человек, когда ты просто идешь домой, и ты встречаешься с этими людьми в форме, и дальше начинается история, и ты не знаешь, чем эта история закончится. Как сказал мне один из людей в синей форме, вы же понимаете, какая у нас ситуация, да? Никто не может быть уверен, что у него все будет хорошо. Поэтому я, конечно, желаю, друзья, чтобы у вас все было хорошо, но если есть возможность перестраховаться, то перестрахуйтесь. Еще раз имейте в виду, что нельзя, если вас задерживают, нельзя разговаривать с полицией, 51 статья Конституции. Нужно по возможности максимально быстро сообщить о том, что вас задержали, даже если вам кажется, что это просто полная ерунда. И старайтесь фиксировать по возможности все неправомерные действия сотрудников полиции. Потом это может стать основанием для жалоб и для каких-то разбирательств. Берегите себя, подписывайтесь на канал и распространяйте эти видео, потому что кому-нибудь они, к сожалению, обязательно помогут.